Привет, мои дорогие! Я Екатерина Варади и веду канал после смерти сына. Сегодня идет 62-й день с тех пор, как мы не вместе с моим младшим сыном Ваней, Иваном. И сегодня был как раз тот день, когда я задумалась о том, что, может быть, мне не надо выходить в эфир каждый день, потому что, вроде бы как ничего не происходило сегодня серьезного. А потом я подумала, что вот ради чего я создала этот канал? Для того, чтобы оказывать помощь людям, которые нуждаются в поддержке. Может быть, я кому-то помогу. И эти люди должны знать, что бывают разные дни. Что бывают дни хорошие, бывают дни плохие, бывают дни, в которые тебя кидает, от максимума эмоций к минимуму эмоций, и настроение меняется несколько раз за день. И если выходить в эфир только когда было что-то прям вот такое драматическое, то тогда, в общем, это не очень-то поддержка. Получается, что человек, с которым это произошло, он понимает, что все время будет вот так. Либо, например, я могу себе представить, что это видео будут смотреть люди, у которых неизлечимо больные родственники, они просто пытаются к чему-то подготовиться, к тому, что может произойти, может человек уйти. И тогда тоже важно знать, что здесь бывают тоже разные дни. Даже когда человек, кстати, и просто болеет тяжело, там тоже бывают разные дни. Когда он уходит, то же самое. Поэтому я решила, пусть даже немножко я скажу, пусть даже не будет особо ничего интересного такого, прям вау, но я все равно выйду в эфир. Что сегодня было? На самом деле, сегодня вот первый день, мы приехали ночью. Ночью я вчера записала видео, но уже сегодня утром получается. Потом долго возилась с субтитрами, выяснила, что, оказывается, автоматические субтитры можно исправлять. И оказывается, что не обязательно, чтобы все мои бэкани и мэкани выходили в субтитры, поэтому я вчера долго сначала эти субтитры правила, потом переводила на венгерский, на английский язык. Выясняла, можно ли сделать дубляж, потому что, представляете себе, есть такой вариант, когда, сейчас уже искусственный интеллект много на что способен, и можно сделать таким образом, что проверенный мной текст наговаривается искусственным интеллектом, моим же голосом на определенном языке. И это совсем не то же самое, что смотреть субтитры. И тогда таким образом можно, например, делать действительно переводы на те языки, вот, английский, венгерский, понятно, это у меня идет и так, это базовое, как бы, я могла бы и сама наговорить, но просто долго очень, вот, и можно еще, например, включить немецкий, было бы вообще очень здорово, потому что, тогда это ощущение, что любой человек просто вот разговаривает со мной на своем родном языке, и я с ним разговариваю на его родном языке, вот, но это все для меня очень такой темный лес, потому что все надо прочитать, там надо все разобраться, там надо верифицировать себя на Ютубе, потом Ютуб непонятно сразу даст эту функцию, не сразу. В общем, я часов до 7 утра промучилась со всем этим делом, и сегодня проснулась такая слегка окосевшая, потому что, маловато спала, и поэтому я сегодня решила отдохнуть. Это значит, что я полежала в кровати подольше, потому что здесь у нас еще погода еще не поменялась, но голова уже начала болеть. Жара страшная, то есть выходить на улицу просто, вот мы с Джеком гуляем где-то часов в 11 ночи для того, чтобы стало хоть как-то возможно дышать. Просто вот все раскаленное абсолютно. Я жару переношу не очень, то есть я такая становлюсь квелая. Если я и так устала, то это вообще... И знаете, вот очень интересный момент, это то, что я никогда раньше не знала, что когда человек нервничает за своего близкого, или когда он испытывает чувство горя, потери, утраты, он от этого очень физически устает. То есть это не только, может быть, там депрессия, слезы, плохое настроение, нежелание там вставать, все. Просто ощущение, что на тебе возили тяжелые мешки. И поэтому очень не хочется делать многие дела по дому, в том плане, что там убираться, наводить порядок какой-то особый, то есть прилагать какие-то особые усилия для того, чтобы
дом выглядел хорошо. Ну, я вообще, надо сказать, не кухонная фея вообще ни разу. То есть кухня мне за мои 36 лет супружеской жизни обрыдла до такой степени, что я на нее смотреть не могу. И это совершенно не из-за моего мужа, а скорее из-за того, что ну, я все-таки натура творческая, я не очень люблю делать все ежедневно, обязательно каждый день по 3 раза. А с едой это вот так и получается, что дети у меня ели все время все разное, муж ел еще что-то, там я ела еще что-то, там еще родители, слава богу, они готовят себе сами, но все равно какие-то есть пересечения. И, в общем, в течение многих-многих лет я готовила всякие смены блюд на всю семью, и как-то я от этого сильно очень устала. И сейчас получается, что муж меня освободил от кухни. Ну, во-первых, он сам любит готовить, но даже не в этом дело. Дело в том, что ну, в той ситуации, в которой мы находимся, ему тоже как-то особо есть не хочется, и он хочет меня оберегать больше, потому что он понимает, что на мою долю выпало очень много серьезных таких тяжелых испытаний, пока я ухаживала за Ваней. На самом деле я хлебнула больше, чем все остальные, просто потому что была рядом с ним все время. Ну и потом вообще я мама, то есть. И я сейчас практически не готовлю, но меня год не было дома. Все, что мы привезли, все сейчас уже частично, конечно, разобрано, но частично лежит в подвале в мешках. Вот. И я понимаю, что у меня физически нет силы это все разобрать. Нет сил об этом думать, потому что, ну, у всего же есть свои места, теоретически, а практически получается, что возникли какие-то новые вещи, которые там были приобретены или в связи с какой-то необходимостью были куплены, потому что мы были там, не думали, что мы там останемся, поэтому пришлось что-то там докупать. И вот этому сейчас надо находить место, а это значит, что это не взял и разобрал за 15 минут, а это надо прям выделять на это очень приличное количество времени. А я сегодня разобрала 2 пакета, ну, там, пакет и коробку. И все, и поняла, что у меня сил нет вообще. И вот я думала, ой, видео записывать, наверное, не буду. Ну, не могу, спать хочу, и хочу отдохнуть, и сил нет ни на что. И когда я разговаривала с психологом, она подтвердила, что действительно вот таким образом стресс для организма, он выходит. Поэтому, если у вас такое есть, вы себя, правда, не корите, давайте себе возможность отдыха, потому что ни один порядок в квартире, сейчас я скажу страшную вещь для перфекционистов, не стоит ваших сверхъестественных усилий. А для вас они сейчас, если у вас потери, если у вас горе, если у вас страх, они для вас сейчас очень тяжелые, они для вас сверх ваших возможностей. Поэтому нужно просто, честно говоря, плюнуть на определенный беспорядок. Ну, я понятно, что мою посуду, то есть вот такие-то вещи я делаю. Ну, как минимум убрала с дороги все, что мешало. У меня еще в плюсе то, что я же как художник, и я работаю вообще всеми материалами, которые возможно. И вот у меня все сейчас завалено, потому что я же брала с собой материалы и во Фрайбург, там тоже работала, писала. И сейчас мне для того, чтобы вообще все это разобрать, сначала надо навести полный порядок в студии. А это значит все сначала выгрузить, а потом загружать обратно по всяким стеллажам и так далее. И это такой кошмар, мне об этом даже страшно думать. Тем более, что я сейчас еще на 2 курсах нахожусь. То есть прохожу 2 курса. Один курс лепки пластилином для взрослых и для детей, потому что я собираюсь развивать художественный клуб. Летом я получила, вообще за последний год я прошла курс по переквалификации. Я сейчас являюсь дипломированным преподавателем рисования для детей и взрослых, ну и подростков, естественно. Вот, поэтому получается, что этим мне нужно заниматься. Плюс я пошла еще на 1 курс. Сегодня было первое занятие. Очередной курс по опытам с цветом. Это очень творческий, совершенно замечательная преподавательница у нас из Санкт-Петербурга. Очень маленькие группы, там 2-3 человека, и мы очень много рисуем во время занятий. Нам даются домашние задания. И это все очень творческое. То есть нет домашнего задания, нарисуй эту картинку. Тебе нужно самому
прочувствовать там, как какой-то цвет ведет себя в определенной среде, как он меняется в зависимости от среды. Это, наверное, для людей, которые не рисуют, кажется вообще очень скучным делом. Вообще это безумно интересно, потому что тот же самый синий цвет, там на белом смотрится вот один и тот же намешанный оттенок, на белом, на черном, на сером, на голубом, в соседстве с желтыми и с оранжевыми выглядит совершенно по-разному. И поэтому у меня день такой, с одной стороны, день такой немножко отдыха. Я пошла к родителям, мы поговорили, я им рассказала про этот канал, про то вообще, какие у нас были замечательные встречи во Фрайбурге, как я чувствую, что жизнь повернулась как-то очень интересно, повернулась, сделала такой интересный поворот. И потом у меня практически сразу началось занятие, которое длилось 3,5 часа. После этих 3,5 часов мы пошли гулять с Джеком. Потом я там Джека кормила, укладывала спать мужа и так далее. И потом переписывались мы с одной женщиной, которая тоже мы стали переписываться вот благодаря этому каналу. И еще с одной женщиной мы тоже договорились, эта женщина уже из Венгрии, тоже договорились о встрече. Она тоже стала рисовать, когда у нее ушел сын. Давно, это много лет назад было. И я думаю, что мы, может быть, устроим какую-то, может быть, личную встречу. То есть у меня как бы работает голова в том плане, что надо делать это действительно полезным. Надо, например, попробовать договориться с психологом, чтобы психолог провел какую-то лекцию для людей, которые испытывают потерю, ну, такого общего характера. Понятно, что любому человеку нужна своя терапия, но какие-то базовые советы, я уверена, что хороший психолог, а у меня очень хороший психолог, профессор в университете, психолог сможет дать такие рекомендации. Вот, в общем, у меня мозги кипят, мысли все время я пытаюсь записать. И сегодня я хочу исполнить свое обещание позавчерашнее по поводу того, что, как я чувствую, что Ваня с самого начала, мало того, что был с нами, он и остается с нами, и во всем мне помогает, и нам помогает. И благодаря нему стали возможными такие вещи, которые вообще не представлялись возможными раньше. У меня в жизни была такая история, что первый священник в моей жизни, который был для меня действительно серьезным авторитетом, он крестил моего старшего сына Сашу, он нас с мужем венчал и был, ну, важным человеком в моей жизни. Получилась там такая странная история, когда произошла ссора в епархии, и я не очень бы хотела вдаваться в детали, потому что я не хочу ничего плохого сказать об этом священнике вообще, но, в общем, получилось так, что в результате всего этого я помогала нашему епископу, вот, владыке Павлу, и мы оказались как бы немножко в противоборствующих лагерях. И как результат у нас был создан свой другой приход. Из того прихода мы ушли, и этот священник, насколько я знаю, он обижался на меня, сердился и как-то это выражал. Мне было тоже, определенные вещи были обидны, но, с другой стороны, я плохого ничего не говорила, потому что я преподаватель воскресной школы, я, естественно, не буду детям говорить ни о каких священниках, ничего плохого. Вот. И, я как бы привыкла, потому что это прошло уже 25 лет с тех пор, как это все произошло. Нашему приходу вот уже 25 лет или там 26, я не помню. И когда Ваня ушел, я вдруг получаю сообщение от этого священника, где он выражает действительно очень искренние, очень глубокие соболезнования, дает мне такое сильное духовное, душевное утешение, потому что он как духовник замечательный, просто очень глубокий человек с большими знаниями. И я помню, мы возвращались как раз домой с урной с прахом Ваниным. И я написала ему ответ и сказала, что батюшка, очень жалко, что в таких скорбных обстоятельствах, но я хотела бы у вас попросить прощения за все, чем я вас могла обидеть. Я уверяю вас, что я никогда этого не хотела, и всегда вы для меня были важным человеком. Но, тем не менее, в моем поведении, наверное, было что-то, что вас обидело, поэтому я вот сейчас хотела бы у вас попросить прощения.
я сняла с себя вот этот груз. И я знаю, у нас владыка Павел такие вещи делал. То есть он, когда уезжал из Венгрии, он звонил даже тем людям, которые просто против него действительно вели всякие интриги, где устраивали ему пакости. Он этим людям позвонил и у всех попросил прощения. Я тогда его спрашиваю: владыка, но ведь это не вы виноваты, то есть вы вообще здесь ничего не делали, люди сами против вас пошли, стали там делать что-то нехорошее. А он говорит: знаете, никогда не знаю я, может быть, я в чем-то их искусил. Ну, как-то не так себя повел, или они обо мне что-то плохое услышали и стали себя вести из-за этого. Я никогда этого не знаю, пусть Господь Бог разберется, а я с своей стороны этот груз с себя сниму. Я прощения попрошу, и все, мне становится легче. Я всегда, говорит, так делаю, уезжаю с чистой совестью. Я так думаю, ну ничего себе, ну представляете, это был тогда он архиепископ, уже такой серьезный авторитет в церкви, он работал и в Америке, и в Израиле, и везде, то есть представлял русскую православную церковь. И как-то вот это все наматывалось на усы, и вот здесь я просто попросила прощения, думаю, не знаю, примет он, не примет, что он скажет. И вдруг он отвечает и говорит мне, что это я должен у вас просить прощения, я давно собирался, но мое тщеславие, гордыня мне эту возможность не давали, сейчас это уже все в прошлом, так что вы тоже меня простите, пожалуйста, за все. И вы знаете, в этот момент я вдруг понимаю, насколько меня тяготила вот эта вот ситуация у нас с ним. То есть мы формально никак не были связаны. То есть никак в моей жизни его гнев на меня, его обида на меня, она вроде бы никак не отражалась. Но когда эта обида прошла, и когда мы друг у друга попросили прощения, я вдруг ощутила, как будто тяжелый камень свалился у меня с плеч. Я была настолько этому поражена, и получается, это же тоже благодаря Ване. То есть вот Ваня, он, ну, кроме устройства своих собственных похорон и вообще всего, чтобы было так, как должно было быть, он еще и явился миротворцем вот в этой ситуации. И собрал очень многих людей. На его похороны, на его поминки пришли люди самые-самые разные. И оказалось, что он оставил след в сердце большого очень количества людей. И для меня вот это, знаете, я начинаю понимать, в Евангелии про Богородицу часто такое говорят. Естественно, я себя не сравниваю с Богородицей, но про Богородицу говорят, когда она узнавала что-то о своем сыне, Иисусе Христе, когда он еще жил на земле и был вроде бы как обычным ребенком, что она слушала, что происходит, и слагала все это в сердце своем. То есть она многого не понимала в тот момент, будучи обычным человеком, не до конца понимая, что будет с ее сыном в будущем, но она все это сохраняла в своей памяти для того, чтобы потом это понять, когда он будет распят, когда он воскреснет, когда он придет к ним, когда он объяснит, для чего это все было. Все это, все вот эти кусочки пазла, они встанут на место. И вот у меня точно так же. Я многих вещей сейчас еще, я думаю, что я не понимаю. Вот то, что, например, почему Ваня ушел. И мы как раз, когда переписывались вот с этой женщиной, венгеркой, у которой сын умер, она говорит, что я задавала себе все время вопросы и никак не могла. Она говорит, я неверующий человек, я никак не могла с этим смириться. Я задавала вопросы, за что, почему именно я, почему у всех других дети живы, а у меня нет. Ну, почему такая несправедливость? Мне кажется, что в этом плане легче, просто действительно легче верующим людям. Я уже говорила, что мне очень искренне, я сочувствую тем людям, у которых нет веры, потому что там намного это сложнее все принять. Надо сказать, не просто принять, и верующим людям совсем не просто. Но там есть хотя бы такое объяснение, что, ну, промысел Божий, да, и есть еще такой момент, что все испытания посылаются не за что, а для чего, для чего-то. Безусловно, здесь вот у меня задавали вопрос, мне, кстати, не один раз подходили ко мне люди, говорят, слушай, ну тебе-то за что? Вот ты церковную школу ведешь 20 лет, ты с детьми занимаешься, ты все для Бога делаешь. И вот именно у тебя Бог отбирает сына. Вот где здесь справедливость? И я могу на это, в принципе, достаточно легко ответить, потому что то, что я делаю для Бога, это мой осознанный шаг в его сторону. То есть я хочу для него делать, потому что я его люблю.
Я очень счастлива, что у меня в жизни есть Бог. Мне очень нравится Его учение, действительно очень нравится. И я считаю, как один из наших великих сказал, что если бы Христа не было, его нужно было бы придумать. Вот мне, я бы его придумала, если вот то, как это написано в Евангелии, меня полностью устраивает. Я очень люблю Бога. Я считаю, что я очень многим Ему обязана. И я делаю что-то для него, вот веду церковную школу, лагерь. Ну, начнем с того, что мне это нравится. Поэтому это еще большой вопрос, что я, конечно, делаю для Бога и заодно для себя. То есть вот я уже свою награду получаю именно в том, что мне безумно нравится заниматься с детьми. Я прям это ужасно люблю, и мне этого не хватает. Безумно не хватает. Вот не хватает то, что мы в прошлом году не проводили лагерь, в этом году не провели лагерь, что меня не было, год был пропущен в церковной школе, а ребята меня ждали. Но даже если бы, предположим, я не настолько это любила, но я делаю это для Бога, не ради награды. Я не думаю, что то, что я делаю, должно награждаться, скажем, ну, 5 банками варенья и 3 банками меда. Ну, в пересчете на нормальный человеческий язык, что вот Господь мне за это обеспечит хорошую жизнь, здоровье моих детей и так далее. То есть вот многие представляют себе христианство именно так, что я делаю что-то и взамен получаю чего-то. Но это уже для этого это не Бог, это банковская система. Я кладу деньги на вклад, они там собирают проценты, а потом я эти проценты получаю, радуюсь. Бог — это личность, Бог — это всемогущее существо, у которого есть свой промысел, свое представление, свои планы и свои цели. И когда у меня появляется ребенок, это ребенок не только мой, это ребенок еще и Божий. И у этого ребенка появляется своя собственная судьба. И когда он заболевает, я как мать молюсь, я как мать делаю все возможное, но я понимаю, что эта история не только обо мне, эта история также и о нем, о его жизни. Вот почему-то в его жизни это произошло. Я вообще не считаю болезнь наказанием, и не только я, и церковь конкретно очень, это такое распространенное заблуждение, что Бог наказывает болезнью. Если мы говорим о том, что Бог есть любовь, то любовь, вот представляете, вы любите своего ближнего, вы не сможете его наказать болезнью, вы не сможете его наказать смертью. И я считаю, что Бог выше этого, то есть Он никого не наказывает смертью и никого не наказывает страданиями. Другой вопрос, что была вот такая история. Вы знаете, декабристы, которые восстали в 1825 году, из них 5 человек было казнено. Среди них был декабрист по фамилии Пестель. Я не помню, как его звали, к сожалению. Его мама была очень верующая. И в детстве, еще до того, как он стал декабристом, естественно, в детстве, когда он был маленький, он подхватил какую-то серьезную в те времена болезнь, там то ли корь, то ли коклюш, то ли свинку, я не знаю. В общем, он умирал. Ему было совсем плохо, уже врачи все от него отказались, а мать истово молилась около его кровати, не спала ночи и молилась, чтобы Господь Бог обязательно его отдал ей. И в таком полусне она увидела видение. И Господь Бог показал ей будущую жизнь ее ребенка и сказал, что ее ребенок совершит страшный грех, он будет повинен в смерти других людей, и как результат будет казнен. И Бог ее спросил: вот сейчас я могу его забрать безгрешного, у него будет хорошая участь, он будет ангелом, он будет в раю. А если он уйдет тогда, то все будет намного хуже. Ты все равно хочешь, чтобы я тебе его отдал? И она сказала: Господи, я попробую его отмолить. Пожалуйста, отдай мне его сейчас, я попробую его отмолить. Она его пыталась отмолить в течение всей жизни, у нее не получилось. И все, что с ним произошло, она уже видела заранее во сне. Поэтому вот говорят христиане так, что Бог забирает человека в двух случаях. Ну, либо если этот человек Богу нужен, потому что этот человек ему может быть полезен, а Богу так же, как и нам нужна помощь. Либо когда человек находится в самом лучшем для себя духовном состоянии, то есть он достиг максимума.
И дальше может быть только хуже. То есть человек может остаться жить и потом впасть в какие-то грехи, и его участь загробная, которая на самом деле является основной жизнью, то есть не вот этот короткий земной этап, который мы проходим, а там будет настоящая жизнь. И вот мы обеспечиваем себе тамошнее существование здешним своим существованием, своими добрыми делами, добрыми мыслями, добрыми побуждениями, добрыми поступками, всем, что возможно, что нас ведет к Богу. И я не знаю, почему Господь, который Ваню мне дал чудом, дал его таким красивым, умным, добрым, светлым и забрал его прямо вот на пике, на расцвете, может быть, потому что действительно он здесь исполнил свое предназначение. Он очень сплотил нашу семью за последний год своей болезни, очень сплотил. Он помог нам всем и себе самому увидеть жизнь совершенно по-другому, относиться к Богу совершенно по-другому, относиться к страданиям и к болезни совершенно по-другому. И, может быть, у него появилось другое предназначение, он выполнил все, что ему нужно было здесь. То предназначение, которое перевешивало нашу любовь к нему, потому что он же знал, что мы все верующие. И да, Господь знает и надеется на то, что мы поверим ему. Потому что он в течение всего времени, вот я живу сколько, с тех пор, как я стала верующей, неисчислимое количество раз я молилась о чем-то, и Господь мне это давал, и я прям чувствовала отклик на свою молитву. И это были намного менее важные вещи, чем мои просьбы о том, чтобы моему ребенку сохранили жизнь. И даже их Господь Бог исполнял. Ну, вплоть до того, что парковочное место мне Господь давал в совершенно полностью загруженном городе, где невозможно было встать, но каждый раз, когда я молилась, мне Господь обеспечил возможность встать в самом удобном месте. Я уж не говорю про безмерные чудеса в лагере у нас с детьми, когда буквально по нашей молитве изменялась погода на глазах. Там ливень сменялся вдруг солнцем, а вокруг был ливень, и только там, где мы молились, было солнце. Много такого было. Когда наш весь лагерь молился за женщину, маму одного из детей наших, которая рожала, у которой это был 4-й ребенок, и она всех детей рожала недоношенными. Мы в течение всего лагеря молились вот соборно, все вместе об этой женщине. Это был единственный ребенок, которого она доносила до самого нормального срока, до конца, и родила здоровым, совершенно его не недоношенным, без проблем. И она потом нас еще за это благодарила, за эти наши молитвы. Мы всем лагерем, дети все искренне за это молились. То есть я знаю, что Господь слышит все молитвы. И если это было бы возможно, он, безусловно, оставил бы Ваню жить. Мне очень тяжело это принять, потому что я мать, и я физически обычная женщина. То есть я обычная женщина, которой хочется на физическом уровне, чтобы ее ребенок был рядом. Мне хочется его обнять, поцеловать, понюхать. Я не знаю, вот есть у меня подушка, на которой он все время лежал. И с тех пор, как вот он ушел, я эту подушку везде с собой вожу. Я ее не стираю. Я вообще не знаю, что с ней будет там через год-два, но она все еще пахнет им. И я все время, когда мне плохо, я эту подушку нюхаю. И не только я, тут, оказывается, и другие мамы приблизительно до того же самого доходили. Кто-то футболку оставляет, кто-то еще. Я понимаю, что я не выброшу его зубную щетку, а я оставлю и буду вспоминать. Я не выброшу его ботинки, его джинсы. То есть его телефон и его планшет я никому не отдам, потому что это было его. Но я абсолютно... Вообще любовь, она подразумевает взаимное доверие. Вот если я кого-то люблю и знаю, что этот кто-то меня любит, то я верю, что он не желает мне зла. Я верю, что Бог не мог мне желать зла, не мог желать зла Ване. Все знаки говорят об этом. То, как Ваня умирал, то, какое у него было лицо, то, каким он был после смерти, то, какие события произошли после его смерти, похороны, и вот это все. Ощущение, которое было абсолютно у всех, ощущение света, тепла и радости, и никто его не ощущает мертвым. Вот эти вот совершенно замечательные события, вот то, что мы встретились с отцом Михаилом. Это просто встреча, о которой можно было только мечтать. Ты встречаешься с людьми, которые выше тебя духовно, намного больше знают, они могут быть твоими духовными учителями, и ты с ними, тем не менее, на одной волне. Это просто потрясающая встреча, о которой можно было бы даже не молиться.
Благодаря Ване мы заново восстановили дружбу с моей одноклассницей, которая живет в Брюсселе. И как-то мы не ссорились никогда, но как-то судьба развела. Вы же понимаете, что было много лет назад, когда я школу, университет закончил, не было интернетов, не было мобильных телефонов. И как-то мы разошлись, а потом уже в соцсетях вроде друг друга нашли, ну а вроде как и неудобно позвонить. И вот она мне позвонила, и она приехала ко мне в Будапешт 2 года назад, и она знала хорошо Ваню. Вот за это время они познакомились там. И она приехала на отпевание. И очень-очень-очень нам помогла. И я поняла, вот своим уходом Ваня показал, что вот она — это еще один мой друг. У меня их немного, этих друзей. У меня всего, наверное, 3-4 близких подруги, на которых я могу, безусловно, рассчитывать, и они могут на меня, безусловно, рассчитывать. И этих подруг во многом мне дали дети. Вот минимум 2 мне дали дети. Вот Ваня и Саша. Одна у меня была единственная подруга из университета, и вторую подругу я еще здесь приобрела вот в нашей студии, моя помощница. Практически на этом все. Вот чем дальше я смотрю, тем больше я вижу, что Ваня стоит за спиной. Вот этот канал. Я же ехала во Фрайбург вообще ни сном, ни духом. Я приезжаю из Фрайбурга, и у меня уже 4 видео за 4 дня. И я уже общаюсь с людьми, я уже строю планы, я уже там обдумываю, что я хочу вам сказать каждый день. И для меня началась совершенно новая жизнь, полная польза. То есть я не просто страдаю, я страдаю с пользой. То есть я могу таким образом помочь другим людям. И, может быть, и сама стану меньше страдать. И я абсолютно, вот я прям чувствую, что Ване это приятно, что я делаю правильную вещь. И это меня наполняет радостью. Именно поэтому сегодня у меня день-то хорошо прошел. Потому что я сегодня с утра такая вдохновленная. Я утром прочитала комментарии к моему видео в личную, опять же, в личную почту в основном люди пишут. Я стала тут же обдумывать, как, чего можно делать. То есть я сразу загорелась, и у меня вот эта моя печаль о Ване, она трансформировалась в полезную деятельность. Ну, а потом, конечно, началось занятие, и во время занятий, живопись вообще всегда вдохновляет. И я поняла вдруг, что моя любовь к цвету, к свету, она никак не изменилась с уходом Вани. Вдруг у меня вышло вдохновение. Да, иногда из меня идут плохие эмоции, но я их могу выдать на холст, а потом у меня опять идет яркий свет, солнечные какие-то вот такие радостные цвета. Я все равно говорю слава Богу за все. Слава Богу за все. Я пойму, ради чего и для чего это было нужно потом. А сейчас я делаю все возможное для того, чтобы не роптать. Иногда у меня не получается. Я, конечно, тоже задаю вопросы. Вот знаете, идешь, вот мы гуляли тут с мужем, с Джеком, и в гараже 2 ребят разбирали там машину. Вот они Ванькины ровесники. Я думаю, вот почему они живы, а мой нет? Не потому, что я им хочу смерти, упаси бог, я бы никогда ни на кого не обменяла своего сына. Вот на себя бы обменяла. Я, кстати, ему все время говорила: Ваня, я с радостью отдам за тебя свою жизнь. Любой из нас, и мама, и мои родители, папа, все отдадут за твою жизнь. Просто вот не задумываясь, он с ужасом говорил: вы что, мама, ты что, лучше я буду болеть, чем ты? Для меня хуже нет, чем когда ты болеешь. Вот представляете, вот он страдал, и он никогда не хотел, чтобы я страдала вместо него. А я хотела. Я предлагала Богу свою жизнь, а он ее не взял. И ничью жизнь не взял. Бабушке с дедушкой жизнь не взял, хотя и одной 81, другому 87. И мужа моего не взял. Значит, у нас есть какая-то задача. Мы должны идти дальше. И вот я сейчас буду стараться идти дальше. И поэтому у всех у нас возникают, у людей, у которых уходят дети, вот эти вопросы. За что? Почему у меня, почему у другого нет? Я в этой ситуации еще, знаете, задумываюсь все время о том, что вот сейчас идет война рядом с нами. Каждый день десятки, сотни молодых людей погибают на поле боя. Непонятно за что. Просто потому что приказ. Потому что они не могли сделать по-другому, государство их послало. Кто-то это делает с убеждением, кто-то это делает не по своей воле.
но они как результат уходят от своих матерей. Каждый день. Почему я? Вопрос. А почему не я? Вот я как-то давно уже живу на свете, и такие события происходили в моей жизни разные. Мы же предприниматели, а это люди... Что такое предприниматели на самом деле? Это не люди, которые гребут деньги лопатой. Это люди, которые постоянно рискуют, для которых нет рабочего дня, нет окончания смены. Для них непрерывно есть мысли о бизнесе, непрерывные есть желание идти вперед, и есть непрерывные риски. Куча рисков, когда тебя может подвести банк, который лопнет. Вот в нашей ситуации так было, когда мы делали очень крупный перевод, а у банка именно в этот момент отобрали лицензию, а мы переводили деньги, аккредитивом, мы все потеряли. То есть мы в нашей жизни... То, что вообще невозможно было представить, происходило с нашей семьей. И я теперь понимаю, что все режиссеры всех сериалов мексиканских и прочих, которые мы смотрим и говорим, это они все придумали. А я вот теперь знаю, что ничего они не придумывали. Другой вопрос, они их немножко уплотнили и в жизнь одного человека понапихали. Но уже даже в моей жизни было столько такого, что можно написать, и никто в это не поверит, что я теперь понимаю, что вопроса, за что мне, даже задавать не стоит. А почему не мне? Вот чем я такая хорошая, что мимо меня пролетит, а прилетит к кому-то другому. То есть вот единственный способ, это мне тоже, кстати, сказала психолог, и она мне сказала, знаете, вам все равно нужно пройти этот путь. Вот плачете вы, не плачете, находитесь вы в депрессии или нет, воете, не воете, этот путь вам нужно пройти до конца. Она мне, кстати, его сказала еще когда Ваня был жив. Это был... Ваня согласился заниматься с психологом, и за 2 дня до ухода он первый раз позанимался с психологом, ему очень понравилось. Но для того, чтобы он мог с ней позаниматься, я должна была ей рассказать нашу историю. И, конечно, я была в плохом состоянии, потому что все время больница, все время говорят страшные вещи, все время я не могу добиться, чего мне нужно. И я, конечно, там плакала, и все. И она мне сказала тогда, вам все равно нужно пройти этот путь. Хотите вы этого или не хотите, вам нужно его пройти. И не все равно, проходите вы этот путь как пленник, которого связали и пинками гонят по этому пути, или вы идете сами с гордо поднятой головой, с осознанием, что вы этот путь пройдете достойно, достойно себя, достойно своего ребенка, достойно всей своей семьи. И я вспомнила, что такая же вещь, очень похожий эпизод был в «Гарри Поттере», когда Дамблдор сказал Гарри Поттеру, что если ты приносишь себя в жертву, то совершенно не все равно, гонит ли тебя как овцу на заклание, а ты воешь и скулишь, и хватаешься за ноги и своих противников и просишь о своей пощаде, либо ты сам идешь на своих ногах с гордо поднятой головой. И я всегда хотела в жизни, чтобы у меня было так, чтобы я шла с гордо поднятой головой. И мне это очень помогло. Вот я сейчас пытаюсь все сделать для того, чтобы я прошла этот путь достойно Вани, чтобы ему не было за меня стыдно, достойно Богу, чтобы не быть ему неблагодарной за все, что он мне дал за всю жизнь. Мне сейчас нужно было отдать своего сына. Не за то, что он мне дал, он взял. Просто у него были свои планы на его ребенка. Я потом пойму, какие. Я стараюсь не обижать моего Бога своим недоверием. И я хочу это сделать так, чтобы это было достойно моей семьи, чтобы мой ребенок, оставшийся, видел не тень матери, которая вокруг которой облако скорби, траура, и с которой находиться страшно. Я хочу, чтобы он видел меня такую, какую я была. Да, он знает, что мне тяжело, но я буду делать все возможное, чтобы ему было со мной легко и светло, при том, что он тоже горюет о своем брате. И чтобы мужу моему было со мной светло и легко. И я готова взять часть груза его на свои плечи тоже. Как и он берет мой груз на свои плечи. И помочь моим родителям, потому что когда тебе 81 и 87, у тебя просто уже нет ресурсов ни на что.
И пережить такую потерю очень сложно. И я должна им оказывать всю помощь. У меня есть ученики, которые ждали год этой церковной школы, они жутко боялись, что я ее закрою. И они первое, что они сказали: тетя Катя, а у нас будут опять занятия? Мы так хотим, мы ждали вас весь этот год. И я не могу их предать. И я поняла, что кто, кроме меня, вот кто, вот таким опытом, в общем-то, достаточно уникальным, слава богу, достаточно уникальным опытом обладаю сейчас только я. Я могу прийти и сказать, каково это потерять ребенка. Я могу рассказывать о вере с этим знанием, и это вообще все меняет. Вообще все мое знание о вере христианской, оно изменилось с болезнью и с уходом Вани. Я вдруг поняла, о чем христианство. Потому что христианство – это не о золотых облачениях. Христианство – это не о земных наслаждениях. Христианство – это о духовном подъеме, который никогда не бывает простым. Духовный подъем – это как в гору. Падать с горы просто. Идти в гору трудно, но когда ты доходишь до светлых вершин и видишь, и вдыхаешь вот этот замечательный воздух, ты понимаешь, ради чего ты это делал. Ты делаешь это ради себя, ради своей семьи, ради Бога. Ты идешь вперед. Вот это знание, оно совершенно изменило каждое слово Библии, которое я читала раньше, равнодушно, проходя мимо, не понимая, о чем оно. Вот я вдруг это сейчас поняла совершенно по-другому. Я это знание должна передать детям, не только своему ребенку оставшемуся, но и другим детям, потому что другие дети, они такие же, как мои. Ничем не отличаются. Они такие же люди, такие же дорогие кому-то и мне. Люди, как все остальные. Вот это, наверное, сегодня я хотела бы вот этим и завершить. Я опять, кстати, проговорила 42 минуты, практически не сказав ничего нового, то есть сказав, что у меня был хороший день, что я сегодня не плакала, я сегодня не выла. Я сегодня, проходя мимо фотографии Вани, его поглаживала и улыбалась. И даже когда мы гуляли с мужем, у нас не было слез, мы говорили о том, что все больше и больше ученых приходит к мысли, что нет смерти, что мы просто уходим в другое измерение, и что наша жизнь на самом деле бесконечна, и что это подтверждает и наука. То есть у нас такой был очень позитивный такой день. И тем не менее, я вот нашла, смотрите, сколько всего для того, всего, что я хотела бы вам сказать. Я не знаю, поможет ли это кому-то, особенно если кто-то не верит в Бога. Но мне кажется, если мы заменим слово «Бог» на слово «судьба» и скажем, что вот почему-то нам судьба выдала вот такой вот путь. Да, он тяжелый. Но никто не обещал нам на самом деле, что будет легко. И мы выиграем, если мы этот путь пройдем достойно. Только мы выиграем, и мы проиграем, если мы будем мучиться. Отдельно наверное, завтра я еще хотела сказать о чувстве вины, которое у всех возникает, о том, почему оно у меня. Я тоже бы хотела рассказать, почему оно у моего мужа. Но это прям отдельная тема для длинного разговора. А самое главное, что сегодня у нас выходит, что, во-первых, все дни разные. Бывают дни хорошие, бывают дни светлые. Когда, несмотря на нашу потерю, мы можем улыбаться, мы можем жить практически нормальной жизнью, ощущая, что наш ребенок просто уехал от нас, где-то там вдали. И еще раз повторите, ищите знаки, что меняется в вашей жизни. Я встретила вот благодаря Ване множество новых людей, и для меня открылись вдруг какие-то новые дороги, абсолютно, которые для меня не были не то что очевидны, я их вообще не знала об их существовании, и вдруг я по ним иду. И я желаю вам, знаете, вот это слово «смирение», оно плохо обычно воспринимается, потому что это представляется так, что вот тебя бьют, а ты такой весь скукоженный, и позволяешь над тобой издеваться. Оно на самом деле о другом. Оно о том, чтобы принимать то, что тебе положено, то, что тебе предстоит, с достоинством. Вот я вам желаю смирения, и что вы это смирение ощущали не как наказание, а как награду.
значит, нам с вами выпала трудная дорога, значит, нам в чем-то больше дано. Значит, мы должны с этой дорогой справиться. Как бы нам ни было тяжело. Я абсолютно уверена, что если мы будем так думать, Господь Бог ли, вот для меня Господь Бог, для кого-то судьба, для кого-то провидение, для кого-то Аллах, там, Будда, я не знаю, для каждого свое, да. От них вы обретете награду, не награду в виде золотых слитков, а награду в виде душевного мира и покоя. А это, мне кажется, вообще важно. Неважно, потеряли вы кого-то или нет, но вот этот душевный мир, покой, способность принять то, что тебя ожидает, это вообще такая важная вещь, потому что она позволяет нам сохранить целостность своей души, своего духа и, в общем-то, здоровье рассудка своего. Вот дай вам Бог, дай вам судьба, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы улыбались больше, чтобы вы пытались высушить слезы свои и своих близких. Я вас очень-очень крепко обнимаю. Спокойной ночи тем, кто будет спать. Действительно спокойной ночи. И спокойного, хорошего, светлого дня для тех, для кого этот день начинается. Я вас всех очень люблю заочно. Потому что вы все мне близкие. Потому что мы с вами вот так, нас с вами свела судьба тех, кто меня сейчас слушает. И, может быть, даже не сейчас слушает, а может, через 10 лет будет слушать. Потому что это такое, знаете, видео без срока годности. Оно не протухнет и спустя 10 лет, и 20 лет, и 30 лет. И пусть, может быть, даже меня уже на свете не будет, а я вас все равно обнимаю. И желаю, чтобы все у нас с вами получилось. Пока, мои хорошие.